Здравствуйте, друзья! Сегодня начинаем читать книгу жизни, точнее перечитывать ее. Каждый из нас остановился на каком-то этапе написания своей книги жизни. Но сегодня мы начнем ее перечитывать сначала, вашей жизни. Так или иначе, каждый из нас проходит примерно одинаковые этапы взросления. Это касается и мужчин, и женщин. И начнем читать мы данную книгу не с точки рождения, а немножечко раньше. С одной стороны, я буду читать одну книгу, но детали, нюансы, мелочи, жизненные истории каждый сюда впишет свои. Ну, как напишет? Они уже написаны. Что-то из написанного прекрасно осознается, а что-то выпадает из внимания. И мы здесь собрались для того, чтобы детализировать, внести некоторое понимание, возможно, что-то изменить и взять свою возможность трансформировать то, что на данный момент может вас не устраивать. Все написанное в данной книге не равно, что так будет всегда. Сейчас конкретно у вас есть возможности и есть инструменты для того, чтобы сделать так, как хотите вы. Данная книга включает в себя ответы, которые способны приблизить вас к себе. Задача каждого человека на Земле – реализовать себя как достойного представителя человеческого рода. Реализовать себя на максимум возможно тогда, когда ты понимаешь, кто ты есть, какое твое место в этой жизни и каковы твои возможности. Постараемся, насколько это возможно, подойти к пониманию себя и четко стать на свое место. Нет, я сейчас не про тему родовых процессов, системно-родовой терапии. Я про обычный человеческий процесс. До родовой, может, как-нибудь в другой раз доберемся. И начнем мы с очень важных понятий, которые на нашей планете, в нашем социуме до нашего рождения, после нашего рождения, сейчас обрастают огромными социальными нормами, правилами, установками. Не открою изначально эти понятия, начну с предисловия. Со времен, когда вас не было даже как первой клеточки. Для того, чтобы произошло зарождение первой клеточки или оплодотворение одной единственной яйцеклетки, необходима женщина и мужчина. И начинать мы будем сегодня как раз-таки с женщин и мужчин. Природой предусмотрено так, что для того, чтобы появился новый организм, новое существо на свет, я про людей говорю, необходим мужчина и женщина в равной степени. Человек относится к раздельно полым существам. Следовательно, природно у нас заложено два гендера – мужской и женский. Точка. И в первую очередь на человека влияют природные механизмы. Ученые пытаются один гендер убрать, другой гендер убрать, создать какие-то искусственные условия, но это скорее исключительные случаи. Мы все же за основу возьмем природные механизмы. Большинство людей, которые будут слушать этот подкаст, появились благодаря природным механизмам. Мама и папа встретились, у них уже происходили какие-то процессы. Ваша история начала писаться задолго до вашего рождения. Еще в теле мамы и в теле папы. Яйцеклетка
и сперматозоид уже несли огромное количество информации о вас. И в момент оплодотворения, слияния двух первичных половых клеток, вы уже несете в себе огромный багаж информации, вплоть до того, что у вас есть опыт продвижения этих первичных клеток по различным территориям. Сперматозоид имеет в себе память мужских стратегий, яйцеклетка имеет в себе память женских стратегий продвижения. Вы, как реализованное творение от слияния этих двух клеток, имеете и тот опыт. И я вам больше скажу. Вы можете пользоваться и тем опытом. В предисловии не полезем в этап зачатия. Если потребуется, запишем отдельную серию подкастов. Зачатие произошло, и клетка неизбежно начинает делиться. Начинается природный процесс роста. Неизбежный. Это процесс, который невозможно остановить, замедлить или обратить вспять. Пока идет процесс неизбежного роста и развития вас, вокруг вас мир не стоит. Что-то происходит. Что-то происходит с родителями, между родителями, прочие другие события. Почему? Говорят, что беременным женщинам нельзя волноваться, испытывать какие-то травмирующие эмоции, какие-то сильные эмоции и переживания. Каждый эмоциональный всплеск, который происходит в теле человека, любого человека, сопровождается выделением определенных гормонов. У женщин и без этого во время беременности повышенная эмоциональность. А если мы добавляем к этому, ко всему еще различные события, какие-то происшествия, которые происходят и сопровождаются различными эмоциями страха, обиды, разочарования, отчаяния, безысходности и так далее. У всех разные истории. У кого-то эта история начинается еще с момента, когда узнают о зачатии, что, оказывается, будет ребенок. Оставлять не оставлять. А как сообщить? Готовы, не готовы? Потянем, справимся, а что скажут? Зачатие только произошло, а там уже претензии от мира, какие-то ожидания, какие-то переживания. Вот оно, откуда состояние небезопасного мира, который пытается от тебя избавиться. А может быть и по-другому там было написано. Возможно, вас ждали, хотели. И это зачатие было великой и долгожданной радостью для родителей. Принятие и непринятие себя берет корни тут. Как я могу принять себя, когда меня не принимает мир? Человек, люди, от которых зависит сейчас моя жизнь. В прямом смысле. Потому что от того, в каком состоянии будет мама, буду ли я получать вот эти эмоциональные всплески. Возможно, не чувствую, не слышу, не вижу ничего, но в памяти остаются вот эти моменты всплесков эмоциональных, потому что ребенок является частью системы. Он находится в организме у мамы и в прямом смысле делит все эмоциональные состояния с мамой. Особенно заметно проявляются те состояния, которые были преимущественными. То есть это те состояния, в которых проживала мама большую часть своей беременности. И многим может показаться, что то, какими мы будем потом, зависит только от внутренних состояний мамы. На самом деле это не так. Там же еще где-то папа должен быть. Творили вместе. В целом, какой контакт там у них? Может папа создать зону безопасности? Потому что преимущественно беременная женщина, она чувствует свою уязвимость. Очень огромную роль также играет в этом всем папа. Взаимоотношения, которые между мамой и папой, они в тандеме, они соединились, объединились, ребенок создавался в любви, сотворился. А возможно, они просто вытворили и теперь не знают, что с этим делать. Ребенок еще не родился, но уже находится вот в таких вот процессах своих родителей.
Это непростой период для родителей, да, и для вас был непростой период, потому что вроде 9 месяцев беременности, а информации, опыта и памяти уже вагоны. И это все влияет на бессознательном уровне. Бывает у кого-то беспричинная тревога, непонятный необоснованный страх, ожидание, что ты уже лишний, и огромное количество прочих переживаний. Помимо этого, у нас в памяти еще запечатляется один важный переходный этап – этап рождения, прохождения по родовым путям. И от того, как мы это делали, как это происходило, мы в дальнейшем идем по жизни. Особенно данное влияние начинает проявляться в каких-то переходных этапах, когда нам пора расти, пора двигаться вперед, пора в какую-то новую жизнь, пора развиваться. В прямом смысле пора перерождаться. Как мы это проходим? Цепляемся за прошлое, пытаемся сохранить это все, не хотим меняться, сопротивляемся, пытаемся удержать все, что есть. Каким образом пространство наше начинает выпихивать, в прямом смысле, наше лучшее будущее в новую версию себя через боль, страдания, или все же мы принимаем эту природную игру. Это глубокие, интимные, индивидуальные процессы, которые преимущественно все не помнят. Но сегодня я хочу вернуться к 3 понятиям. Первое понятие – принятие, а второе понятие – мужчина и женщина. В какой-то момент резко всем становится интересно, кто же будет у нас, мальчик или девочка. Родителям интересно, бабушкам, дедушкам интересно, вообще каким-то людям непонятным интересно. Все спрашивают, кто же у вас будет. И с некоторой тревогой почему-то все ожидают вот этот вердикт. Казалось бы, произошло чудо. Там определенное время с невероятной скоростью работал просто какой-то атомный реактор для того, чтобы материализовать этого ребенка. Это и правда чудо, потому что из слияния 2 клеток за непродолжительное время у нас есть человек. А еще куча ожиданий и надежд родителей. Какого же пола этот человек будет? На территории нашей страны нет такого, что мы ждем гендер X. Уже неплохо. У нас ждут либо мальчика, либо девочку. Уже радует, что зафиксировались в позиции 2 гендеров. Но все же, это не важно, какой ребенок. Достаточно редко встречается то, что родители радуются любому результату своего творчества. И первым после рождения ребенка сообщается именно его пол. И на самом деле на ребенка уже тоже влияет эта информация. Принимают ли его вот таким вот? Казалось бы, естественно, природой сформировался определенный пол у ребенка. Мальчик, девочка. И единственное, что остается, это принять этого ребенка. Потому что природно он такой. И мы снова возвращаемся к принятию себя. Как мы можем изначально принять себя, когда мы родились природно? Вот такие вот. А родители, мир и, в принципе, люди, от которых зависит наша будущая жизнь, нас не принимают такими. Потому что они ожидали. Потому что они надеялись. Потому что ты не тот, кто пришел к ним. Жизнь ребенка в первые годы полностью зависит от своих родителей. И у всех бывает совершенно разное восприятие, какого пола у них ребенок. Какие-то родители с легкостью отнесутся к этому, а для кого-то было принципиально важно, чтобы у них родился мальчик или родилась девочка. Эти истории бывают рассказывают в семьях, бывают не рассказывают в семьях, бывают рассказывают с легкостью. Мы ждали условно мальчика, а родилась ты. Или условно девочку, а родился ты. И такая, казалось бы, безобидная история может давать отпечаток на всю жизнь.
Либо я пытаюсь соответствовать ожиданиям своих родителей, принадлежности к определенному гендеру, и могу в прямом смысле прокачивать определенные качества, которые будут присущи стратегиям определенного гендера. Либо начинаю в прямом смысле выгрызать, отстаивать свое природное место. Могу еще начать доказывать свою принадлежность к определенному гендеру. А возможно, постараюсь стать где-нибудь посерединке, либо на окраине. Все же, может, и гендер X неплохо. Дополнительно к этому у нас начинают подгружаться огромные социальные ожидания, огромные социальные нормы по отношению к этим понятиям. Попадаем в мир борьбы этих двух гендеров, сопротивления, противостояния, кто лучше, кто хуже, кто выше, кто сильнее и так далее. Есть какая-то конкуренция между этими двумя гендерами. А если добавить вот эти все социальные ожидания, дополнительно еще можно включить религиозные ожидания. И большинство не могут, эмоционально не выдерживают вот этого помещения в рамки. Потому что в рамках этих содержатся чужие ожидания, чужие надежды, чужие предположения и так далее. Но в этих рамках почему-то многие не могут встретить себя. От большинства скрытое понимание о себе, кто я такой, что я могу, где мое место. И вы же здесь не просто за информацией, не за тем, чтобы я вам рассказала это. Возьмем очевидную базу, которая выдана природой. Мужчина и женщина. То есть я смотрю на себя, и я очевидно знаю, что я отношусь к мужскому гендеру. Я очевидно смотрю в зеркало и понимаю, что я отношусь к женскому гендеру. Какими качествами обладаю, характеристиками, пока не полезем. Разберемся сегодня с базовым понятием, именно с понятием мужчина и женщина. Каждый возьмет слово, которое относится к нему. Мужчина, соответственно, берет слово «мужчина», а женщина, соответственно, берет слово «женщина». Каждое слово в нашей жизни несет для нас определенную смысловую нагрузку, достаточно индивидуальную и неповторимую. Если мы просто возьмем слово «женщина» и попросим описать, что это такое, кто это такой и так далее, у каждого будут какие-то свои описания. Но сегодня мы постараемся поднять не наши мысленные процессы, не наше сознание, то, что мы видим, а подсознательные процессы, наши установки, убеждения. Я в первом видео говорила, чтобы подготовили блокнот, ручку, инструменты для записи и для работы над собой. Сегодня начинаем исследовательский процесс себя, и желательно, чтобы вы вели это все в письменной форме, от руки. Золотое правило исследования себя звучит в одно слово – сейчас. У нас нет потом, у нас нет завтра, у нас есть только сейчас. И изучаем, исследуем мы себя сейчас. Поэтому прямо сейчас взяли блокнотик, взяли ручку, и мы приступаем выполнять упражнения. Единственное, что вас может сейчас остановить, это ваш саботаж и куча резко появившихся дел, которые важнее вас самих же для себя в своей жизни. На экране вы видите табличку, которую необходимо заполнить. Это базовое упражнение ассоциаций Юнга, которое сейчас будем выполнять. Не обязательно перечерчивать всю эту таблицу, можно просто записать слово, с которым мы сегодня работаем, вы сейчас работаете, и прописать цифры от 1 до 16, потому что будем заполнять первый столбик. Как заполняется у нас первый столбик? Вы закрываете глаза, делаете вдох-выдох, стараетесь сделать тишину у себя в голове, в мыслях. Возможно, кому-то будет удобно представлять себя в белом пространстве, полностью опустошенном пространстве. Произносите слово, с которым работаете, и из пустоты записываете первое пришедшее в голову вам слово.
Не нужно думать, анализировать, проверять на правильность, неправильность, верность, неверность. Записываем первое, пришедшее из пустоты слово. Таким образом заполняем весь первый столбик. Сейчас ставите прослушивание на паузу и заполняете самостоятельно первый столбик. Я надеюсь, что вы выполнили предыдущее задание, поэтому идем дальше, заполняем второй столбик. Во втором столбике стоит задача объединить ассоциативно пары слов. Во втором столбике должно получиться 8 слов. Объединяем по той же последовательности, что и записывали. Первое слово со вторым объединяем, третье с четвертым, пятое с шестым, седьмое с восьмым и так далее. Читаем два слова и опять же из пустоты первое, что придет из ассоциаций от объединения этих двух слов, записываем в таблицу. Не анализируем, не проверяем на правильность, неправильность, а записываем ассоциацию, которая рождается у вас от совмещения двух данных слов. Ставим на паузу прослушивание и заполняем второй столбик. Переходим к заполнению третьего столбика. Он заполняется аналогично, как и второй столбик. В третьем столбике должно получиться 4 слова. Следующий столбик, четвертый, заполняем аналогично, как и предыдущий, и пятый точно так же. В итоге в пятом столбике у нас получается одно слово. Ставьте прослушивание на паузу и заполняйте всю таблицу до конца. Первые 3 столбика – это преимущественно наши убеждения и установки. Если первый столбик, он ближе к нашей реальности, это то, что у нас на поверхности. Второй столбик принято считать уровнем чувств и эмоций, то, что находится глубже, что не осознается нами. А третий столбик – наши подсознательные страхи, устремления, возможно, какие-то скрытые желания. Четвертый и пятый столбик являются ключевыми столбиками, и слова, которые там высвечиваются, в большинстве случаев являются той темой, с которой необходимо работать и разбираться более подробно. Анализируя результаты данного теста, мы можем получить более широкое понимание себя. О себе как о женщине, о себе как о мужчинах, о своих мыслях, эмоциях и подсознательных реакциях. Благодаря вот такому вот простому упражнению мы можем раскрыть скрытые аспекты нашей психики, нашей личности, понять причины наших реакций и поведения. Ваша задача сейчас внимательно почитать каждое слово, которое вы записывали, и соотнести это со словом «женщина». Как это проявляется в вашей жизни? Слова могут быть разнообразны, и проявляться определенные понятия могут у вас по-разному. Сейчас это ваша задача разобраться с этим, посмотреть внимательно на эти понятия. Так как вы работаете самостоятельно, то исследование происходит, конечно же, самостоятельно. Конечно, я хотела обойти примеры для того, чтобы не засорять пространство лишними установками, убеждениями, но из своей работы я добыла 2 очень таких ярких примера заполнения данной таблицы и обсужу сейчас некоторые моменты и покажу, что слова могут быть разнообразны в этих столбиках. Но когда начинаешь исследовать, начинают собираться какие-то общие картины и частные истории, которые мешают конкретно жить человеку здесь и сейчас, которые создают определенный дискомфорт и которые хотелось бы изменить. И данные истории, которые высвечиваются в этих упражнениях, они являются первостепенными для решения и важными для нас в моменте здесь и сейчас. Один из примеров женского исследования слова «женщина». Сейчас просто зачитаю отрывок из этой заполненной таблицы, который получился у женщины. Из первого столбика статус, претензия, морковка и страх. Это совершенно разные ассоциативные слова, которые как-то проявляются в жизни. На объединение так вышло. У нее недовольство и заточение. И на эту пару недовольства и заточения у нее, кстати, вышла семья.
Самый последний столбик — разочарование. Там еще в таблице были и судьба, и рок, поэтому все слова нормальные. Пишем. И когда мы стали анализировать ее таблицу, морковка совершенно выпадающая у меня, например, из моего восприятия слова. Я у нее когда спрашивала, а что же это для тебя, она такой детской, скажем, загадкой. Девица в темнице, коса на улице. Необычный ассоциативный ряд, но который она потом прекрасно расшифровала. Я упоминала, что там фигурировала семья, некоторое недовольство, претензия, но с которыми она, к сожалению, не могла на тот момент справиться. Женщина взрослая, но по факту она находилась как эта морковка в заточении у своей семьи. Она вроде созрела и готова к отношениям, и готова уже показать себя миру как женщина, коммуницировать с другими мужчинами, но у нее было определенное семейное ограничение, по которому она не могла так сделать. Каждый шаг был в зоне контроля. И как вы думаете, кого? Это самая распространенная история, которая может быть контролирующего отца. Убирайте оценки, хорошо это или плохо, это просто вот такая вот жизненная история. И, соответственно, было определенное разочарование в себе, в первую очередь, как женщине, потому что как бы созрела уже готова и в отношения вступать, и готова семью создавать, но по определенным причинам сделать этого не может. Максимальная природа мужчин и женщин раскрывается во взаимоотношениях с противоположностью. Вспоминаем те природные механизмы, про которые я говорила ранее. И вот чтобы разобраться с вот этим вот разочарованием в своей судьбе, в себе как в женщине, необходимо было проделать определенную, я бы сказала, достаточно большую работу, потому что не так все просто и не только от нее это зависело. Необходимо учитывать, что это жизнь, а в жизни мы контактируем с другими людьми. Работа была и правда проделана глобальная со стороны данной девушки, чтобы изменить данную ситуацию в своей жизни. Правда, меня потом папа нашел после таких изменений, потому что сломалась некоторая устойчивая система, которая прекрасно функционировала, пока любимая дочь не стала меняться. С одной стороны, он принял факт того, что дочь уже зрелая и сама может выбирать себе мужчину, может выстраивать отношения, может выходить в жизнь, но не все так просто. Осознать это одно. И есть желание принимать вот эти факты, когда твоя дочь приводит домой своего будущего, возможно, супруга, знакомит тебя с ним. Ты вроде и хочешь сказать, что «я желаю тебе счастья, я приму твой любой выбор». Ты хочешь сказать именно это, но по какой-то причине ты смотришь на этого будущего супруга или еще кого-нибудь, с кем тебя знакомит твоя дочь, и видишь в них всех мудаков, недостойных твоей дочери. И вот это уже про восприятие себя как мужчины и восприятие других мужчин, которые, опять же, отражают нам наши внутренние состояния. Мы не забываем про эти самые зеркала, которые регулярно, постоянно отражают нам наше внутреннее состояние и наши отношения к себе. Я могу озвучивать данные примеры, которые я в этом подкасте привожу, потому что у людей это закрытый опыт, у них спокойное отношение к этому. Я бы даже сказала с насмешкой. Это ж надо было быть такими. Это ж надо было вляпаться в такую интересную историю. Спокойная, с юмором, измененная. Потому что в нашей жизни может быть все, что угодно. Давайте разберемся с мужским примером, который прям очень яркий, очень распространенный, прям популярный. Самые говорящие оказались в данном примере последние два столбика. Невероятная тройка в примере – обезличенность, потеря смыслов, и в итоге выливается это в то, что меня нет. Обезличенность, она встречается достаточно часто, как у мужчин, так и у женщин. Это кроется из-за того, что люди преимущественно не понимают себя. Я не понимаю, кто я, что я. И вот это ощущение, что меня нет моей личности, у меня нет никаких смыслов, оно где-то внутри жужжит, поднимается у большинства людей. И как выразился тогда мужчина,
Как бы я живу, но как бы меня нет. Я как какая-то функция, которая что-то выполняет. Причем ограниченный список вот этих действий работает, содержит семью, ежедневная рутина, бытовуха, а меня как мужчины по факту нет. От того, что я выполняю эти функции, я не чувствую себя мужчиной. И мужчина равно обезличенная функция. Сказать, что там были какие-то смыслы на жизнь, расти куда-то, развиваться, двигаться, чего-то хотеть, нет. Жизнь напоминает повторяющийся день сурка. Просто в течение событий жизни то, как идет. Единственное, внутри есть вот эта неудовлетворенность. Хотелось бы чего-то другого, чего-то более интересного, более насыщенного, а не вот этого вот всего. Те, кому знакомы данные примеры, сразу поймут, о чем я говорю. Для того, чтобы запустить осознание себя, достаточно иногда озвучить какие-то чужие примеры. У вас на руках сейчас заполненная таблица, поэтому берете и начинаете исследовать свою таблицу. Как это про вашу жизнь, как это у вас проявляется. Особое внимание уделяем последним 3 словам в 4 и 5 столбике. Все, что написано в этой таблице, так или иначе, будет проявляться в вашей жизни. Работа с психикой производится посредством метафор, эмоций и образов. Поэтому эти метафоры, эти ассоциации, которые сейчас у вас перед глазами, это напрямую поднятая информация из вашей психики. И она достаточно всегда говорящая. Отдельно обращаем внимание на установки и убеждения, которые есть внутри вас относительно себя самих же, либо представителей своего же гендера. Несмотря на то, что закладывается основная информация, все убеждения и установки примерно до 7 лет, до 3 лет формируется где-то 45% всех убеждений о жизни, до 8 лет еще где-то 35%, и до 18 еще 15%. Это различные убеждения из семьи, из социума, из различных религий. На наши собственные остается где-то 5%, которые тоже как бы формируются из пройденного опыта нами. И, соответственно, вот эти все убеждения, установки, принятые нами решения, они в дальнейшем как раз-таки влияют на принятие наших решений, на способ мыслить, чувствовать, восприятие, действия и так далее. Это то, что мы несем с собой всю жизнь. Но это не значит, что если мы это несем с собой всю жизнь, мы не можем это изменить. Поэтому собирайте базу убеждений, установок, жизненных историй, которые необходимо менять здесь и сейчас. И начинайте уже продвигаться в направлении своих лучших изменений. Сейчас выполним еще одно небольшое упражнение на исследование себя, на познание себя. В конце выдам домашние задания на исследование себя. Так как работаем в основном с поверхностным слоем, с нашим сознанием, то результаты, которые у вас будут на выходе, конечно же, зависят от того, сколько времени вы вкладываете в себя самостоятельно. Поэтому на следующую недельку я вас подзагружу заданиями для того, чтобы вы поисследовали, посмотрели, попробовали и наметили хотя бы какой-то вектор в направлении своего движения. Сейчас мы будем работать с образами. Расположитесь как можно удобней и комфортней для себя. Глаза закрываются, спина ровная, ноги упираются в пол. Делайте глубокий вдох и медленный выдох. Почувствуйте под собой пол, связь с землей. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Сделайте так, чтобы вам было удобно и приятно
представлять образы. Сделайте еще один медленный вдох и медленный выдох. Постарайтесь расслабиться и снять со своего тела накопившееся напряжение. Так, как будто вы хотите вздремнуть. Сделайте глубокий вдох, медленный выдох и с выдохом отпустите все накопившееся напряжение в вашем теле. Представьте, как сверху начинает литься какой-то очень приятный для вас цвет. Что это за цвет? Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Почувствуйте, как этот цвет заполняет собой все пространство вокруг вас. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Почувствуйте, как этот приятный цвет начинает разливаться по вашему телу. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Почувствуйте, как этот цвет начинает заполнять все ваше тело. Делайте глубокий вдох и медленный выдох. Представьте, как этот цвет заливается в ваши плечи. Ваши плечи расслабляются, тяжелеют, становятся теплыми. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Почувствуйте, как тепло распределяется по телу и направляется в руки. С этим теплом расслабляются плечи, верхняя часть рук, локти, запястья, кисти рук, ладони и пальчики на руках. Руки расслаблены, наполнены теплом, провисли до самых кончиков пальцев. Делайте глубокий вдох и медленный выдох. Представьте, как приятный цвет начинает заполнять область вашей груди. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Почувствуйте, как с этим цветом вашей груди начинает становиться тепло. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Приятный цвет окутывает все ваши органы и несет с собой тепло. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Почувствуйте, как цвет начинает спускаться ниже, заполняет собой бедра, верхнюю часть ног, колени, голени, стопы. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Ваши голени становятся тяжелыми и теплыми. Почувствуйте, как тепло заполняет ваши пятки, стопы, пальцы на ногах. Ноги расслаблены. Делайте глубокий вдох и медленный
выдох. Почувствуйте, как ваше внимание перемещается на спину, и приятный цвет заполняет собой и своим теплом вашу спину. Почувствуйте, как расслабляется, наполняется теплом поясница. Почувствуйте позвоночник. Расслабление лопаток. Середина спины между лопатками. Делайте глубокий вдох и медленный выдох. Вся ваша спина залита приятным цветом и теплом. Ваша спина расслаблена. Почувствуйте, как приятный цвет заливается в вашу шею и затылок. Вся голова расслаблена. Почувствуйте, как приятный цвет заливается в ваше темя, виски, лоб и лицо. Ваше лицо расслаблено. Почувствуйте щеки, скулы, подбородок. Нижняя челюсть заполняется приятным цветом и становится тяжелой. Губы расслабляются. Язык становится теплым. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Расслабляется нос и глаза. Веки тяжелеют. Ресницы слипаются. Глаза расслаблены. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Приятный цвет и приятное тепло окутало все ваше тело. Все тело расслаблено. Пусть будут все звуки, все мысли. Это не мешает, а помогает лучше представлять образы. И сделайте еще один глубокий вдох и медленный выдох. И мы сейчас начнем представлять образ. Представьте себя в каком-то очень приятном месте, комфортном для вас. Это может быть какой-то природный мотив. Это может быть ваш дом. А возможно, это место, в котором вы сейчас находитесь. Это может быть какое-то знакомое место, а может воображаемое. Но это точно какое-то приятное для вас место и комфортное место. Представьте, что вам предстоит путешествие. И представьте, что вам предстоит собраться в очень длинный путь. Но взять в это путешествие вы можете с собой не так и много вещей. Вы можете взять с собой только рюкзак. И почувствуйте сейчас, что самое важное и необходимое вы возьмете с собой в это длительное путешествие. Возможно, это будут какие-то вещи, возможно, это будут какие-то предметы. Почувствуйте, что самое важное, что поможет вам на вашем пути, вы с собой возьмете в это путешествие. Соберите что-то, что пригодится вам в вашем
путешествие. Вы хозяева в этом образе. Сделайте так, чтобы вам было комфортно. Вы можете взять совершенно любые предметы, вещи в это путешествие. Что это за предметы, вещи? И почувствуйте, что вы готовы идти, вы готовы к этому путешествию. Представьте, как вы берете свой рюкзак, какой он по весу, комфортно ли вам будет передвигаться с таким рюкзаком, будет ли он забирать у вас много сил и энергии, если вы все это с собой возьмете, или ваш рюкзак легкий не будет забирать у вас огромное количество энергии и сил на то, чтобы его нести. Представьте, что вы переноситесь в какое-то место, которое будет символизировать начало вашего пути. Осмотритесь по сторонам и почувствуйте, что это за начальная точка, куда вы перенеслись в своем образе. Почувствуйте, где вы оказываетесь для того, чтобы сделать этот первый шаг в это длительное путешествие к самому себе. Почувствуйте, что вы находитесь в этой отправной точке. И почувствуйте, что внутри вас что-то поднимается, что провоцирует вас сделать первый шаг. Представьте и почувствуйте, что вы делаете этот первый шаг. Начинаете идти. Почувствуйте, как вы делаете 1 шаг, 2, 3, 10. Вы отдаляетесь от того, что было. И идете вперед. Вперед, вперед. За вами остается что-то позади. Но повернитесь вперед. Смотрите, что вы видите впереди. Делайте глубокий вдох и медленный выдох. Какие ожидания у вас есть от своего пути? Какие ожидания есть? Куда вы должны прийти? Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Что вас ждет впереди? Почувствуйте. А как вы сейчас ощущаете свою сумку? Вы уже идете некоторую дорогу. И это самое важное задание на сегодня. Почувствуйте, вам тяжело идти с вашей сумкой или легко? Если тяжело, вы хозяева в своем образе. Избавьтесь от того, что утяжеляет ваш путь. Оставьте это позади. Сделайте так, чтобы вам было комфортно идти. Можете снова пересмотреть вещи, что-то оставить позади, что-то оставить с собой. И убедитесь в том, чтобы вам было удобно и комфортно нести свою дорожную сумку. Попробуйте ощутить, почувствовать вот это состояние, когда впереди у вас целая дорога, когда вас окружает комфортная среда, когда вы идете своей дорогой по своему намеченному пути, когда вам легко идти по этому пути. Делайте глубокий вдох, медленный выдох и разлейте это чувство по своему телу. Почувствуйте, что у вас есть за спиной поддержка, и вы взяли в свою дорогу что-то очень важное, что всегда будет вас поддерживать на этом пути. Что-то, что вам в любую минуту поможет. Сделайте
Глубокий вдох и медленный выдох. Запомните все, что вы видели в этом образе и все, что вы почувствовали. Особенно вот это состояние, когда вы выбираете путь, когда вы идете по этому пути, когда вы делаете первый шаг, и впереди у вас еще дорога. Пускай этот процесс путешествия продолжается внутри вас. Вы сделаете глубокий вдох, медленный выдох и откройте глаза. И сразу после выхода из данного образа поделитесь своим состоянием. Что за состояние сейчас у вас? Какие эмоции? Какое ощущение в теле? Одним словом опишите данное состояние. Запишите к себе в блокнот. Дальше. Прямо сейчас записать все предметы, которые вы взяли с собой в путешествие. Те предметы, которые помогут вам преодолеть этот путь. Дальше. Если что-то оставляли на пути, избавлялись от каких-то предметов, облегчали сумку, что это за предметы, что это за вещи и с каким состоянием происходило прощание с этими вещами. И главная задача – исследовать вот эти вещи, предметы, которые вы с собой взяли в путешествие. О чем эти предметы для вас? Потому что психика с нами разговаривает образами и метафорами, и в каждом предмете, который вы взяли с собой, есть какая-то определенная метафора, известная только вам. Дополнительно исследовать предметы, от которых вы избавились, тоже исследовать через метафору, что значит это для вас, что значил этот предмет для вас, и, конечно же, ощущение, с которым вы прощаетесь. Дополнительно обращаем внимание на символы, которые нам нарисовало наше подсознание. Какую дорогу мы себе выбрали, в какой местности эта дорога, что впереди. И обязательно обращаем внимание на те ожидания, которые у нас есть, и какие чувства это внутри вызывает. В течение недели дополнительно наблюдаем за своими импульсами и желаниями. Особенно если мы хотим что-то сделать, спонтанно, неожиданно проявиться, ловим данные импульсы. Рекомендую дополнительно нарисовать не доминантной рукой самый запомнившийся момент из данного образа. Если вы левша, рисуем правой, если вы правша, рисуем левой. Это рисунок, который, как фотография, запечатляет определенные эмоции, состояния. Это тот рисунок, который необходимо, чтобы попадался вам на глаза в течение всей недели. Внутренний процесс обязательно должен каким-то образом перейти во внешний. Через рисунок мы проявляем это действие, либо мы выхватываем наше состояние чувства и на этом состоянии чувства делаем какое-то реальное действие в нашей жизни, которое нам захотелось сделать. Именно на том состоянии, которое сегодня вы почувствовали в данном процессе. То состояние, которое я вас попросила зафиксировать сразу после выхода из образа. Достаточно часто в данном контексте рисунок – это самый простой способ легализации действия. Рисовать можно тем, чем вы захотите, что у вас есть в данный момент под рукой. Это не имеет значения. Когда будете изучать предметы, исследовать, которые вы взяли с собой в путешествие, постарайтесь их исследовать не только по отдельности, но и совместно посмотреть, как они сочетаются друг с другом и о чем это для вас в масштабах вашей жизни, вот эти все предметы, если их постараться соединить к какой-то общей тематике. Это что касается данного упражнения. Желательно не откладывать это далеко куда-то, а прямо сейчас сесть и все выполнить. Дополнительные задания на неделю. Исследовать в течение недели еще несколько слов. Первое слово – это принятие
И еще одно слово – это слово противоположного гендера. То есть, если вы женщина, исследуете слово «мужчина», если вы мужчина, исследуете слово «женщина». По упражнению ассоциации Юнга. Это упражнение задержится с нами надолго, потому что проще и результативнее инструмента в нашей жизни нет. И на недельку еще дополнительные тематические сливы сознаний. Как делается слив сознания? Мы включаем таймер на 15-20 минут и пишем все, что нам идет, на определенную поставленную тему. Темы у нас 4. Первая тема – кто я? Вторая тема – что я думаю о себе? Третья тема – что я думаю о других женщинах, если я женщина? И что я думаю о других мужчинах, если вы мужчина? И четвертая тема – что я думаю о противоположном гендере. Это тематические сливы сознания на предстоящую неделю. Выгружаем из себя весь мысленный поток, все те мысли, которые, возможно, крутятся в нашей голове и не осознаются. Возможно, у кого-то будут подниматься различные эмоции, чувства, состояния. Кто-то заметит свои какие-то влияющие на жизнь сложности. Кто-то разберется с причинами происходящего. Да, заданий много. Да, возможно, сейчас вам кажется сложно, но серия подкастов рассчитана на взрослых людей. Если нет воли, то это прекрасная возможность начать тренировать волю. Если нет выдержки и структуры, то это тоже прекрасный способ начать нарабатывать данные качества. В данном случае ваши действия равны вашему результату. Я начала этот проект с позиции мужчина и женщина не потому, что он будет иметь два различных направления, а потому что он будет подходить как мужчинам, так и женщинам. Дальше мы будем погружаться в наше детство, в базовые аспекты формирования психики. Наша психика формируется идентично, что у женщин, что у мужчин. Мы будем работать с детством. Вы будете работать с детством. Задействованы будут практики, техники, упражнения. Это делается для того, чтобы по максимуму поднять из нашего подсознания информацию о нас самих и посмотреть на жизнь под разными углами. Все приведенные упражнения – это как иной ракурс взгляда на жизнь. Я рекомендую выполнять все предложенные упражнения. В данном проекте используются упражнения как из моей практики, так и из моего обучения и дополнительно из моей работы над собой. Те упражнения, которые будут по максимуму подходить под темы, которую исследуем сейчас, будут, конечно же, использоваться вне зависимости, откуда у меня это упражнение. Сама я его придумала, либо это с какого-то курса обучения и так далее. Если упражнение по максимуму способно распаковать какие-то внутренние аспекты, наши подсознательные процессы в рамках данной темы, оно будет использовано. Конечно, вы можете уже сейчас для себя поставить определенное намерение. Зачем же вы идете в этот проект? Зачем вы включаетесь в эту работу? Что вы ожидаете получить? И что вы готовы делать для этого? Данные ответы будут некоторой мотивацией и поддержкой на этом пути. Мотивации в момент тогда, когда вы отчаиваетесь и не хотите выполнять какие-то упражнения. И если ответы, которые вы напишете сегодня, будут вас максимально мотивировать и зажигать, они вас поднимут из любого состояния и направят опять на тот путь, которым вы согласились идти сегодня. Остановимся на этом. Встретимся в следующем повествовании. Благополучие и процветание в каждый дом.